Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известный украинский политолог Кость Бондаренко на связи. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Петрович, смотрите, вот множество политических процессов. Зеленский вроде как вернулся в Украину, судя по встрече с делегацией Бахрейна. Но там как бы Зеленская вот на днях уезжает из Украины вместе со Шмыгалем на коронацию Чарльза Третьего. И вот много вокруг этого, собственно, разговоров после удара по Кремлю. Но как гром среди ясного неба обрушился в информационное пространство Пригожин, который говорит: ухожу я, ухожу, карету мне, карету, обматерив перед этим Шойгу и Герасимова, обвинив каких-то жирных тыловых крыс, в общем-то, проанонсировал 10 мая как выход или там, передачу зоны ответственности ЧВК «Вагнер» российским регулярным частям. И тут начинается вот политический процесс. Что бы вы сказали по поводу этого заявления? Потому что с точки зрения пиара и с точки зрения, что, ну, ладно у нас, но в России-то войны нет, у них как бы СВО, у них пятница, май, короткий день, а там выходные, а там скоро 9 мая. В общем, какой-то очень интересный выбрал как бы момент Пригожин. Да, ну юридически у нас нет войны. Юридически у нас никак не могут решиться на протяжении более чем года заявить о том, что у нас идет война конкретно. У нас введено военное положение, да, у нас боевые действия, у нас агрессия государства-агрессора, у нас прочие действия, но это не война. Вот, потому что война — это абсолютно иной режим, это абсолютно иные, целый ряд иных юридических норм, которые действуют в международном праве и так далее, и так далее. И в России как бы тоже нет войны с российской точки зрения. Там есть специальная военная операция. Вот, тоже уже больше года длится эта специальная военная операция. Никто не знает ни ее реальных целей, ни ее сроков. Как уже шутят, что у специальной военной операции нет цели, есть только путь. Так, вот, так что в данной ситуации военные действия, ну, как бы мы это ни называли юридически, как бы одна и другая сторона какие не применяла бы термины, какую бы терминологию, но все равно у нас идет, по сути, это идет действительно война. Война, причем достаточно кровопролитная, война жестокая, война. И все менее и менее имеющие какие-либо видимые смыслы. Что касается Пригожина. Пригожин является одним из продуктов этой эпохи. Вот. В нем, наверное, поровну вот, сочетается и там личной духовитости, скажем так, такой бесшабашности. Такие персонажи появлялись во время гражданской войны, только вот 100 лет назад, там, более чем 100 лет назад, как Пригожин. Сейчас это реинкарнация этих лиц, персонажей времен гражданской войны. И где-то наполовину это пиар. Как будет использована фигура Пригожина? Ну, тут уже эксперты только гадают. Кто-то говорит о том, что его специально раскручивают как некоего политика, которого могут на неком этапе социологи показать, что если Западу показать, не хотите иметь дело с Путиным, то вот если не Путин, то вот вам ответ, если не Путин, то кот, да, как говорили когда-то. Вот он, этот самый кот, которого покажут Западу как некую альтернативу Путину. Это одна версия. Вторая версия, что это некая разыгрываемая схема для того, чтобы действительно внести чтобы иметь некое давление, некую плеть над генералами, которые сегодня сосредоточились вокруг Министерства обороны и Генерального штаба. И вот его представляют как некоего человека, который является носителем истины, носителем новых каких-то свойств и качеств, которые не характерны для Герасимова, Шойгу и прочих деятелей современной российской военной машины. Поэтому понятное дело, что если звезды кто-то зажигает, значит это кому-то надо. В данной ситуации
кто-то зажигает звезду Пригожина. Еще год назад Пригожин был поваром Путина, так его позиционировали, человеком с судимостями, человеком с сомнительной репутацией, человеком с сомнительным прошлым, человеком, который создавал какие-то фабрики троллей, который создавал частные военные компании, человеком, которого включали в разные санкционные списки, который добывал там какие-то, получал какие-то преференции в Африке благодаря своим ЧВК. Вот. Ну, где-то знали, что где-то есть Пригожин. Но это не была звезда первой величины. Сейчас это действительно звезда российской политики первой величины. Вот. И некая альтернатива многим тем звездам, которые были зажжены до 24 февраля 22 года. Все-таки, что сейчас, вот как вы считали эту, как политтехнологию или военную хитрость, вот эту браваду или вот этот, знаете, демарш Пригожина по поводу 10 мая, как это вообще повлияет? Потому что, ну, судя по тому, что сейчас происходит там в разных российских пабликах, пропагандистских СМИ, каких-то, ну, вот этих ура-патриотах в этих кругах, ну, какая-то очень, ну, дикая реакция, вплоть до того, что, ну, чуть ли там не переворот, давайте Госдуму снесем. Нет. Давайте не будем, наверное, просто сгущать краски. Переворота точно нету. Да, есть группа лиц, которые сегодня считают, что вот власть в России недостаточно жестко ведет себя, что власть в России там миндальничает с Украиной, с Западом, пытается каким-то образом еще как бы не переходить какие-то там красные точки. Это мнение в России существует среди многих и экспертов, и политиков, и просто обывателей. А вот надо со всей строгостью, надо показать, надо вот так по-хрущевски показать Кузькину мать, значит, всем подряд, и надо и показать там, возможно, даже если нанесем 1-2 ядерных удара, тоже ничего страшного не будет. Вот такая позиция. И, соответственно, Пригожин в данной ситуации является героем именно для этой части, для достаточно жестко настроенной, радикально настроенной части общества. Это часть общества, я не берусь сказать, какова часть общества как раз в цифрах, какого выражения общества, но это не менее 20%. Вот, точно не менее 20% российского общества. Это целый ряд политических сил, или же там актива политических сил, которые готовы были бы поддержать именно позицию, такую условную пригожинскую позицию. Это мне напоминает, как более чем 20 лет назад были определенные ностальгические моменты по сильной руке, и эту сильную руку пытались увидеть в какой-то генерале Лебеде. Это позже трансформировалось и было закоммутировано в личность Путина, который использовал это максимально. Сейчас же как бы создается своя партия ястребов, и вот Пригожин как раз и является выразителем этой партии ястребов. Его заявление я бы рассматривал как заявление, состоящее из двух частей. Первое заявление относительно того, что если до 10 числа ничего не изменится, то мы уходим, если 10 марта. Вторая часть – это вот выступление на фоне трупов убитых вагнеровцев, тела убитых вагнеровцев, и, соответственно, Пригожин, который выступает, который в ярости, кричит там Шойгу и Герасимов: посмотрите на них, они тоже чьи-то родители, чьи-то дети и так далее. Вот, и то, что вы не даете нам патроны и снаряды в достаточном количестве, это все на вашей совести. То есть его заявление как бы состоит из двух таких частей. И, скорее всего, он добьется того, что ему будут выделены боеприпасы, выделены снаряды. Скорее всего, он снова будет поднимать вопрос о том, что в России непрофессиональное военное руководство, и он будет выступать в роли того, кто будет всячески показывать в сторону Шойгу и показывать, что вот она где зрада по-русски, вот где предательство. Более того, я думаю, что именно в его пользу сыграет еще и ситуация с беспилотниками, которые оказались над Кремлем. Там очень странная ситуация с беспилотниками над Кремлем, но она, я думаю, тоже будет использована для
для того, чтобы продемонстрировать непрофессионализм военных, непрофессионализм тех, кто должны защищать российскую столицу. И, соответственно, будут также обращены взоры на тех, а кто же допустил, что эти беспилотники беспрепятственно появились в святая святых. Но мы не видим этой дискуссии. Ну, по крайней мере. Эта дискуссия не будет публичной. Естественно, что эта дискуссия не будет публичной, это дискуссия, которая будет в кулуарах. И мы увидели, как и показывали на российских телеканалах, как транслировали сам сюжет. То есть его дали в достаточно урезанном виде, наверное, чтобы не особо сеять панику, но я думаю, что выводы будут сделаны. Почти как в 1987 году, после того, как Матиас Руст приземлился на Красной площади. Ну, пока что из выводов то, что попадалось, это то, что ОМОНовцам, которые там дежурят возле Кремля, выдадут бинокли. Но это видимая часть, и именно то, что сейчас просочилось в информпространство. Понятное дело, что в боевых условиях любая информация, как в России, так и в Украине, строго дозируется, и любая информация строго, скажем так, выдается именно в тех дозах, которые необходимо выдавать потребителю этой информации. А почему Украина не сказала, что, ну, ребята, да, это мы? Ну, почему? Смелянский, насколько мне известно, марку выпустил уже или еще не выпустил. Ну, дискуссия... Была информация, что у нас главный в таких случаях главный ньюсмейкер это Смелянский. Как только что-то где-то происходит, вот, неважно, мы или не мы, он сразу говорит «мы» и сразу выпускает марку. Вот. Ну да, потопили там крейсер Москва, сразу же на следующее утро марка. Вот. Взорвался Крымский мост, сразу марка, что это мы, а потом оказывается, что это не мы. Вот. Сейчас тоже как бы было, я прочитал информацию, что вроде бы готовился выпуск марки по поводу беспилотников над Кремлем, несмотря на то, мы или не мы, но вот Укрпочта решила, что это мы. Вот, так что ну, у нас нет оснований не доверять Укрпочте. Ну так да, кто ж им может не доверять? Так почему Конечно. Мы не можем сказать, что, ну, смотрите, то есть беспилотники там по нефтебазам, там Севастополь показали снимки сегодня, что там, сколько, да, вот какой процент вот этих цистерн больших, да, резервуаров поражены. Второй раз в Краснодарском крае один и тот же НПЗ. Ну, понятно, еще там в Ставрополе мазут горел, тоже в хранилищах. То есть, почему не говорить, что это бьем мы? Ну, что здесь такого? Видите ли, есть очень интересные моменты. Позиция наших партнеров, так будем называть. Так, Соединенные Штаты какая позиция? Подождите. Вот я к этому веду как раз. Потому что есть заявление, как бы противоречивое заявление Блинкена, который сначала открестился от того, что вообще Украина к этому имеет причастность, потом сказал, ну, в принципе, Украина может применять любые средства в войне, которые она посчитает необходимы. А потом заявление Кирби прозвучало, который сказал, что мы вообще не разрешаем Украине воевать на российской территории, за пределами Украины. То есть. И поэтому тут такая запутанная ситуация. Я почему-то больше доверяю именно позиции Кирби в данной ситуации. Блинкен, как дипломат, он может говорить все, что угодно. Вы же понимаете, что если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если говорит «может быть», это означает «нет». Если он говорит «нет», он не дипломат. Так вот, это известная пословица. Что же касается как раз Украины, у меня есть большие сомнения, что вообще это именно украинские дроны были. Хоть российская сторона сразу же объявила, что это украинский след. Я склонен больше видеть след именно внутренний, российский в данной ситуации. И, возможно, именно это элемент внутриэлитарной борьбы. Подставить кого-то. Во-первых, мощность заряда. Во-вторых, ну давайте говорить откровенно, ну все-таки в России не сидят там какие-то разини, лохи и так далее откровенные, которые сидят и вот просто постоянно смотрят, как мимо них пролетают дроны и так далее. Огромное количество, огромное расстояние, которое необходимо было бы пролететь. Тщательно охраняемая территория, тщательно охраняемый периметр. Не просто залететь в Москву или подлететь к Москве, добраться до Кремля. Постоянно действующая система сбоя сигнала.
Одно дело запускать просто механический дрон, другое дело это направлять его на конкретную точку. И знаете, кстати, очень интересный момент. Когда вы проезжаете мимо Кремля, вот, у вас постоянно навигатор показывает, что вы то в Шереметьево, то в Измайлово, то в Черемушках. То есть сбивается сигнал. И это было еще до войны, это было еще задолго до войны. Ну, понятное дело, как и в Украине. Ракета, пущенная на Банковую, никогда не прилетит на Банковую. Условно, если задается такой параметр. Это азы безопасности. Что же касается тут еще целого ряда моментов, которые показывают, что необходимо было знать тонкости и детали там, кремлевской кухни, которые просто вряд ли известны в Украине. Вплоть до графика расписания Путина, куда он поедет, прилетев или же приехав, вернувшись из той или иной поездки. То есть это необходимо согласовать. Это некая информация, которая становится известной за час. Погодите, Путина же там не было. Нет, я просто говорю о том, что в данной ситуации же многие считали о том, что он может там быть как раз. И такой рассматривался вопрос. Но я к тому, что целый ряд моментов показывает, что готовилась это очень тщательно операция, что это не просто какие-то залетные беспилотники, которые просто запустили наугад, и они так наобум, и они там наконец долетели. Ну и сама мощность взрыва тоже, она показывает, что это был заряд малой мощности, и который вряд ли мог бы принести какие-то серьезные проблемы Кремлю и людям, которые там находились. То есть вы считаете это пауки в банке? Ну, вам так кажется. Это абсолютно нормальное явление. У нас в Украине пауки в банке, которые подставляют друг друга, вместо того, чтобы выступать как единая команда, готова перегрызть горло друг другу. В России та же ситуация. То есть абсолютно нормальное явление. Война войной, а элитарная борьба по расписанию. Ну да, тут просто очень важно понимать, что дроны, вылетающие там где-то из территории Украины и идущие четко, вот прям четко над Сенатским этим дворцом, ну это прям это вершина, ну как бы это вершина. Ну смотрите, я тогда, чтобы для баланса, так а в Киеве что с дронами происходит? Сегодня вообще целый день разгорается скандал определенный. Сначала сообщили, что 4 мая сбили кинжал впервые. Потом, собственно, долго, скажем так, с таким нервным тоном отвечали официально журналистам на вопрос в воздушных силах, да, о том, что там даже выставляли твиты, что комментариев не будет. Идите, мол, туда, к тому СМИ, которая вот это написала. Потом немножко позже все-таки разъяснили ситуацию, что никакой кинжал не сбивали, немножко додумали, дофантазировали главы, да, военно-гражданские. Но, Константин Петрович, извините, когда над центром Киева сбивают дрон, и он падает куда зря, вот здесь уже возникают некоторые вопросы. Причем некоторые говорят, что дрон был не один, некоторые говорят о том, что, извините, летает дрон, у него заканчивается топливо, допустим, если он летает, он падает куда зря. Нехорошо? Нехорошо. Летает дрон, его сбивают, и он точно падает куда зря. Тоже ведь нехорошо. Так, что происходило? Вот это как раз вопрос, потому что явно не то, что нам пытались подать в информационных агентствах. Явно я не представляю себе удар, с какой силой должны были сбивать дрон, как он должен был разлетаться, чтобы одна часть его упала на Печерске, а вторая часть упала на Ремточмеханику, да, в районе Ремточмеханики, это возле вокзала. Да, то есть это Соломенский район. В двух разных районах разлетелось. Скорее всего, это было два дрона. Были ли это вражеские дроны? Или это действительно было нечто связанное с украинскими беспилотниками? Это вопрос.
Вот. Это первое. Второй момент. Наверное, мы не скоро узнаем реальную правду, что это было. И что это были за дроны, которые вдруг заблудились и которые вдруг летели в сторону центра. Вот. И не просто центра, а именно украинского центра принятия решений, то есть в сторону именно Бермудского треугольника в Украине. Что касается этого действия, ну тут, знаете, у меня первое впечатление, когда я прочитал эту информацию про то, что беспилотник был украинским и что он случайно заблудился, а не является ли это таким себе украинским крейсером «Аврора», скажем, учитывая недовольство, учитывая настроение, которое существует сегодня у части населения, учитывая недовольство, которое существует у значительной части армейских чинов, не является ли это чем-то, каким-то действием. Но опять же, это гипотеза, и таких гипотез может быть сотни. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что только историки будущего смогут точно сказать, что же случилось 4 мая, как раз когда Зеленский отсутствовал в Киеве. Почему Зеленский, у которого предусмотрена поездка до 16 мая, вроде бы поездка предусмотрена, почему он вдруг решил прервать эту поездку. Очень много странного, очень много вопросов, на которые нет ответа. Да, действительно. Ну, по кинжалу официально опровергли. Ну, сказали, нет, да, не сбивали мы кинжал, мол, успокойтесь. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Ну, это же тоже плохой сценарий. Ну, Константин Петрович, если у нас беспилотники могут заблудиться, и... Ну, понятное дело, что ну, давайте будем так. Пока идет война, мы будем делать вид, что мы верим официальной пропаганде. Ну, давайте, да. Давайте делать такой вид, тем более, что обратное карается законом. Конечно. Да. Я всем напоминаю, знаете, вот когда тут разные приходят люди и упрекают меня, почему ты там не чистишь вот эти комментарии. Ну, смотрите, изначально, когда я начинал беседы с разными экспертами, и разные эксперты, они это понимают, что чистит только YouTube, система и, ну, скажем так, ну, откровенную дичь, которую там люди пишут, оскорбляя и так далее. Ну, как бы свободно пытаться хотя бы обсуждать то. Но мы с Константином Петровичем, мы в Украине, и хоть у нас повысился рейтинг свободы прессы, но мы все равно, собственно, как бы оглядываемся на Уголовный кодекс. Единственный момент, о котором, ну, реально нужно говорить. Хоть вы и политолог, но я о такой социальной, ну, как бы составляющей вот того, что мы видели 4 мая, упомяну. С окон стреляли. Я видел 3 минимум видео, 3, как обычные люди в обычных многоэтажках доставали ружья, специальное или не специальное оружие, ну тут я не разбираюсь в этом оружии, и стреляли по этому беспилотнику. Ну, как бы 1000 раз было проговорено, что ж вы делаете, если вы... Это рудименты прошлогодней бравады, которая шла в средствах массовой информации о том, что там какая-то тетка сбила банкой огурцов беспилотник, что кто-то где-то там подстрелил беспилотник. Это фактически почти как во время Второй мировой войны, так в небе чисто, в небе, как там, так повторяю, что там подвиг свой, Вася Теркин сбил фашиста из винтовки боевой, да, и так далее. Вот. Ну, это как раз, это приблизительно в том же стиле. Разного рода необдуманные пропагандистские месседжи, которые запускаются в виде бравады определенные средства массовой информации и тиражируются через средства массовой информации, могут привести к большой беде. Каждый может себя почувствовать героем, комплекс героя будет приводить к тому, что каждый будет брать, там, каждый второй будет брать винтовку, или же там, ну, винтовку не так просто достать, а обычное ружье, возможно, и будет пытаться сбить там, то ли дрон, то ли калибр, то ли еще что-либо. Скажите, пожалуйста,
Вот все-таки, если анализировать визиты и, ну, то ли прерванный, то ли так запланировано, что он поездил, потом вернулся, Зеленского, а что он привез? Кроме Ничего. расхожей этой фразы, что это должна быть последняя война. Нет, ничего не привез. Его задача сейчас поездить и убедить страны-члены НАТО, что Украину в июле месяце необходимо принять в НАТО. Вот, или дать хотя бы какие-то гарантии, или дать какие-то сроки. То есть это ради этого это официально, ради этого он ездит. А так, по большому счету, никаких там дополнительной пользы, никакой пользы нету в этом. Он просто показывает, что вот он сейчас, его принимают в разных государствах. Если раньше ездили к нам, вот был такой политический туризм в Украину, надо отметиться, обязательно поставить галочку и сказать, как мы поддерживаем Украину. Точно так же теперь Зеленский хочет совершить ответное турне по европейским странам, показать, что он тоже ездит и тоже о чем-то договаривается. Легенда договаривается о вступлении в НАТО. Зачем он это делает сейчас? Ну, пока что не совсем понятно. Скорее всего, это какие-то кулуарные переговоры, какие-то встречи. Результатом этих встреч могут быть как переговоры с нашими партнерами на тех или иных площадках относительно того, как вести далее войну, так и, возможно, это какие-то консультации перед уже давно набившим оскому контрнаступлением. Да, очень интересно, как бы вот если выхлопа особенного практической пользы нет, то смотрите, просто ведь Зеленский это тот человек, который дал разнарядку всем своим послам и всему МИДу, да, вот, какие бы они там ни были, ну, я имею в виду там по образованию, по там позиционированию, как посол в Болгарии или, допустим, как, скажем так, другие послы, они все должны, или как там, помните, Венедиктова была генпрокурором, а стала теперь послом Швейцарии, и по совместительству в одной из, Лихтенштейн, кажется, да, маленькой европейской стране, они должны нести пользу. Вот, кто-то должен что-то выбить с мира для того, чтобы Украина воевала, и, в принципе, это правильный посыл. Но вот здесь вот мало понятно. Скажите, на ваш взгляд, поедет с супругой Зеленский на коронацию Чарльза Третьего? Зачем? Поедет супруга. Со Скорее Шмыгалем? всего, поедет. Ну, например. Например, Елена Зеленская в последнее время все больше и больше превращается тоже в политика, которого воспринимают именно как политическую фигуру за рубежом. Она очень часто выступает от имени Украины, как первая леди. Она очень часто заменяет мужа на разного рода официальных мероприятиях. Ну и тут уже вопрос, а надо ли Зеленскому сейчас ехать на коронацию, или же все те, с кем он мог там встретиться, могли подлететь куда-то там в Хельсинки или еще куда-то, или там в Амстердам, и там ему сказать все то, что они могли бы сказать ему в Лондоне. Я бы хотел вот здесь, в контексте ударов по Кремлю, в контексте отсутствия Владимира Зеленского в этот момент в Украине, готовящегося контрнаступления, чтобы мы вспомнили о зерновой сделке, которая вот как бы должна пройти, должна вот эта встреча, переговоры по нему. Но вот встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе, так говорит офис Генсека ООН. Об этом сообщили, и вот сегодня были запланированы вот эти переговоры на техническом уровне. Ну, а как Россия будет вообще выглядеть, если она согласится на продление зерновой сделки после того, что произошло? А в данной ситуации Россия будет согласиться на продление зерновой сделки только в том случае, если будут даны гарантии относительно экспорта российских минеральных удобрений. Вы понимаете, на самом деле, что большой миф, что украинское зерно должно кормить Африку, что без украинского зерна Африка там загнется. Большая часть украинского зерна, которое транспортируется через Черное море и проливы в результате этой зерновой сделки, идет не в Африку, а идет в Европу.
Вот, это первое. Африка зависит не столько от зерна, сколько от минеральных удобрений. Основным производителем минеральных удобрений в мире является Россия. И Россия постоянно говорит о том, что хорошо, мы пошли на сделку, год назад пошли на сделку, в обмен на то, что нам также разрешат экспортировать наши удобрения. И там целый ряд далеко не бедных людей в России, они, там, Гурий, Мельниченко, там, Керимов, Мазепин и прочие, они уже, в принципе, нацелены на то, что их удобрения будут сейчас поступать на западные рынки. Год проходит, как бы никаких послаблений нет. Тогда они говорят о том, что мы не будем продлевать сделку. Вот, сказали, хорошо, мы подумаем, но давайте продлим сделку. Продлили сделку еще на 60 дней, как бы, до середины мая, до 17 мая. 14 мая пройдет первый тур выборов в Турции. И Россия вдруг поняла, а мы сейчас комбинированно подойдем к этому вопросу. С одной стороны, как определенный элемент влияния на волеизъявление Турции, и даже не на волеизъявление турков, а на позицию будущего президента. Будет ли это Эрдоган или Кылычдароглу, вот это уже такой момент. Но мы будем договариваться с одними и с другими, с тем, чтобы политика Турции была достаточно прогнозированной при новом президенте. Это раз. Второй момент, это мы по максимуму попытаемся, чтобы все-таки пробить снятие санкций и разрешение на экспорт российских удобрений. Поэтому я думаю, что Россия будет именно преследовать свои политические и экономические цели, а уже как объяснить это обывателю, почему они там подписали или не подписали, продлили или не продлили зерновое соглашение, зерновую сделку, это уже второй вопрос. Это вопрос к пиарщикам больше. Ну да, вопрос к пиарщикам, но просто очень странно на фоне вот такого обострения и там чуть ли не судного дня, когда с одной стороны, ну как бы мало кто верил, да, в эту информацию, что вот самолеты летят с ядерным оружием в тот же, да, вот день, хотя потом фотографии предоставили, но опять-таки верифицированы они, не верифицированы, сложно сказать. Готова Россия, как бы, и что она может изменить в военном плане после вот того, что произошло в Москве? Готова к чему? К использованию, к применению какого-то оружия судного дня? Или... Ну, смотрите, тут как бы большего по мощности оружия, там, более сильного оружия, вплоть до там, тактического ядерного. Да. Смотрите, когда у нас говорят про оружие судного дня, у нас говорят обычно про ядерное оружие. Вот. Причем ядерное оружие бывает разной мощности, и понятное дело, что вряд ли его будут применять, поскольку в нынешних условиях это может вызвать очень серьезную реакцию, и это может серьезно ударить по самой России. Это будет фактически казусом белли для того, чтобы вызвать серьезный удар, ответный удар со стороны тех же государств НАТО. Любое применение ядерного оружия против Украины, это вряд ли будет сдерживать в дальнейшем Запад от каких-то шагов, радикальных шагов по отношению к России. Но есть же и целый ряд тех средств, которые не применялись еще, и которые не являются конвенционными. Вакуумное оружие, вакуумные бомбы, которые по своей разрушительной силе мало чем уступают ядерному оружию, они не применялись, эти бомбы. Не применялось целый ряд там других систем. Понятное дело, что сейчас речь идет не о том, будут ли применены или не будут применены те или иные виды вооружения, а речь идет о том, будет ли в ближайший месяц ситуация идти по пути эскалации конфликта, или же будет вестись разговор относительно того, чтобы каким-то образом идти по пути либо заморозки, либо поиска путей выхода из сложившейся ситуации. И, скорее всего, Россия будет вести эти переговоры с Западом. И, скорее всего, большинство жестов, которые будет Россия сейчас вести, они будут направлены не в сторону Украины, а в сторону Запада. И даже сам факт
возможности, или сама возможность применения ядерного оружия, это не шантаж Украины, а шантаж Запада, потому что Западу придется отвечать тоже такими же вопросами. Даже если там ядерное оружие будет взорвано на территории Украины или же любого другого государства, то Запад все равно будет как бы отвечать, и это будет такая цепная реакция, в которой, как известно, не будет победителей. Что же касается самой возможности переговоров, то перманентно идут такая идет пристрелка, можно сказать, постоянно забрасываются удочки как с одной, так и с другой стороны, постоянно сверяются часы, стороны не переходят через последнюю черту. Очень интересный момент: на прошлой неделе вышло интервью посла Соединенных Штатов в России, и это такое было мимимишное интервью, в котором не было каких-то очень острых углов, не было там каких-то серьезных там выпадов в сторону России. Речь шла о том, что, ну да, Россия делает ошибки, да, мы понимаем, но никогда не поздно вернуться к какому-то формату переговоров, мы никогда не перейдем через какие-то там те линии, которые мы для себя начертили. Мы надеемся, что Россия все-таки одумается. То есть в таком вот духе, без вот той риторики, которая была характерна для заявлений, которые звучали из Соединенных Штатов в прошлом году и в начале нынешнего года. Экспертные группы, которые инициируются, с одной стороны, Rand Corporation, Институт мира и прочие влиятельнейшие организации, работающие на Госдепе, Пентагон, а с другой стороны, Валдайский клуб, встречаются и начинают там что-то уже обсуждать между собой. Наверное, дедоларизацию, Константин Петрович. Вряд ли. И так далее. То есть ведутся какие-то такие подспудные разговоры, подспудные переговоры ведутся. Понятное дело, это еще не переговоры уполномоченных лиц, конкретных уполномоченных лиц. Это все еще такие точечные контакты, которые в результате могут привести к некоему новому пониманию действительности и того, на что можно выйти. К сожалению, Украина в этом процессе будет рассматриваться только как одно из звеньев большого количества противоречий, существующих в современном мире. Вот, украинский вопрос отдельно сам по себе, в отрыве от вопросов там, не знаю, тихоокеанских, ближневосточных, арктических, вопросов контроля над вооружениями и так далее, украинский вопрос рассматриваться не будет, поскольку он является производным от всех этих вопросов, основных вопросов. Так что рассматриваться будет все это в комплексе. Ну, Боррель заявил, что для него не существует китайского плана. Китайский план – это набор предложений. Единственный план, который есть, это план Зеленского. Ну, примерно так он выступил. Ну, это я понимаю. Верить в эту фразу точно так же, как верить в то, что именно Украина решает, кто принадлежит к цивилизованному миру, а кто не принадлежит, как сказал Кулеба. Ну, он сказал, что это так ему сказали. Ну, в общем... Ну, я понимаю, поэтому я и говорю, что это есть целый ряд таких приободряющих заявлений, которые ни к чему не обязывают, но которые звучат очень громко, которые звучат очень так милозвучно для Украины, которые у нас воспринимаются на веру. Но по большому счету в политике верить в громкие фразы и в сладкие фразы не стоит. Стоит верить в дела и в конкретные результаты этих дел. О делах. Труханова взяли под стражу. Надолго? Но я думаю, что тут не стоит говорить о том, надолго или ненадолго, а стоит говорить о тенденции. Вы посмотрите, Труханов – это один из мэров, против которых развернулась борьба, которых свергают путем разных манипуляций, свергают, кого-то сажают в тюрьму, кого-то лишают мэрских полномочий за переход на красный свет, да, там, или там, за какое-то другое там, действие похожего типа. Кого-то там принимают решения и попросту по беспределу, что называется, лишают полномочий, хотя это выборная должность. В стране происходит фактически узурпация полномочий местного самоуправления.
замена всенародно выбранных мэров марионетками, которых сажают из Киева, понимая, что таким образом война войной, а после войны мы можем оставить назначенных мэров на неопределенное время, которые будут выполнять определенные функции. Ну, это наши традиции. Вы знаете, Иван Степанович Мазепа, он же не только известен тем, что он вовремя перешел на сторону Карла XII, он еще известен тем, что на протяжении 2 десятков лет активно боролся против местного самоуправления, против магистратов и так далее. И если бы не переход на сторону Карла XII, не предательство Петра I, то он бы остался бы в истории как достаточно такая сомнительная личность, которая боролась с остатками местного самоуправления, местной демократии. Интересная аналогия времен, но Константин Петрович, Кличко открыто вступается за Труханова. Причем... Если понимает, что он может быть следующим, что следующие действия могут быть как раз направлены против него. У нас осталось там 3 сильных мэра, которые как бы сейчас как кость в горле офису президента. Это Кличко, это Филатов и это Садовой. Вот. Если кто-то думает, что он может там отсидеться или договориться, то он глубоко ошибается. Потому что нужны не союзники Ермаку и Зеленскому, а нужны именно понятные люди, которые будут выполнять, неукоснительно будут выполнять все указания, которые будут поступать из центра. И не просить чего-то большего. Так что, по большому счету, это... целый ряд действий, которые направлены на уничтожение местного самоуправления в Украине. Да, такой очень предвыборный привкус этого процесса, не правда ли? Конечно. И у меня нет никаких сантиментов к Труханову. Вот. Труханов — это человек известный со своими плюсами и минусами. Там минусов, возможно, даже больше, чем плюсов. Но есть факт. Ему доверили город в 2020 году в ходе выборов. Он выбранный, ему доверили одесситы Одессу, он выбранный одесситами мэр. Вот, и не Киеву решать, кто должен быть мэром вместо него. Найти компромат можно на любого. Вот. Кого-то, там, как Атрошенко, там, решить, что вот он не имел права отправлять своего водителя, вот, чтобы он отвез что-то там за границу. Вот, не имел права. Потом кого-то можно, как того же Труханова, найти старые дела и, соответственно, по старым делам его отправить за решетку. Можно вести войну, как ведется война против целого ряда мэров. Сейчас, кстати, я могу еще там, около 5 мэров назвать, которые сейчас тоже под обстрел попали, именно такой информационный обстрел и под жесткие проверки. Ищут там по ним какие-то дела, открывают дела. Но все это звенья одной цепи. Вдруг все прозрели и решили, что вот вы знаете, что какие-то неправильные у нас мэры, надо этих мэров срочно как-то поменять. Вот. И как-то такая, знаете, тенденция, однако. Контрнаступление, есть такое мнение, что оно прямо влияет на выборы. То есть, если все успешно, то, в принципе, весной, например, некоторые говорят осенью, можно брать и проводить. Там как раз следующее продление военного положения, вот оно как раз вот в этот период очень подходит. Имеется в виду, если не продлят в августе дальше на 3 месяца, то спокойно можно заходить в предвыборную кампанию, вперед из песни, как говорится. Я имею в виду парламентские. Но есть вариант, что весной будут выбирать и мэров, и депутатов парламента, и президента. Тотальные выборы. Вот такие всеобщие. Скажите, а что является критерием успешности контрнаступления? Вот. Условно говоря, если мы продвинемся на 50 километров вглубь, в сторону там, Запорожской области или Херсонской, это успех контрнаступления или не успех?
Вот. Понятное дело, что с военно-стратегической точки зрения это большой успех. Вот. А с политической точки зрения понятно, что в условиях, когда нас полгода кормят тем, что завтра будет контрнаступление, и обязательно мы и Крым отвоюем, и Донбасс отвоюем, да еще и Кубань сейчас захватим, да еще вот там где-то в окрестностях Химкинского водохранилища возле Москвы мы тоже огурцы будем сеять и прочее. Это одни ожидания. Если же военные скажут, что вот мы продвинулись серьезно и на этом здесь застолдание. Если просто военные пошли вперед и сломали фортификационные сооружения, которые построили сейчас русские в Запорожской области, это третий успех и тоже успех. Вот. А если прорвались вперед, как это было в 1942 году, и попали в котел, например, то это вопрос успех это или не успех тоже. То есть вопросов очень много. Единого критерия нету. Понятное дело, что выйти на рубежи 91 года мы в ходе контрнаступления вряд ли сможем. Вот. Понятное дело, что успех будет каким-то ограниченным. И эта ограниченность успеха, соединенная с завышенными ожиданиями общества, приведет к тому, что все равно значительная часть общества будет недовольна результатами этого контрнаступления. Будет очень много тех, которые будут говорить, и это все, и вот это ради этого мы все ждали, ради вот этого клочка, который мы отвоевали. К сожалению, это наша действительность, с которой придется считаться. И вряд ли контрнаступление можно будет эффективно использовать нынешней власти. Тем более, что даже если контрнаступление будет более-менее эффективным, то я не думаю, что бывшие военные, которые могут принимать участие потом как гражданские лица в ходе выборов, вряд ли они пойдут в партию к Зеленскому. Вряд ли они будут создавать некую единую силу с Зеленским, учитывая реальное настроение, реальное отношение к Зеленскому в армии. Да. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете в комментариях. Константин Петрович, еще один вопрос, и он такой гуманитарный, но, наверное, важный. Прям целая дискуссия разворачивается, начинает ее Кремень, омбудсмен языковой. Есть такая должность в Украине, человек, который следит за публичным... Вот. И, в общем, паспорта не понравились. Да, как говорится, если вы задумываетесь над бессмысленностью своей жизни, задумайтесь над тем, что у нас есть мовный омбудсмен. Да? Паспорта не понравились ему. Двуязычие, точнее, в этих паспортах старого образца. Сейчас в Украине новые паспорта, это ID-карточка, там русского языка нет. А в старой версии, которая удобнее, исключительно исходя из того, что там есть прописка, твоя. То есть, тут тоже очень интересно. Все говорят, вот почему никто так массово не обменивает паспорта. Но их, во-первых, по сроку, по возрасту обменивают когда ты идешь менять фотографию, тебе уже дают ID-карточку. Но, тем не менее, там нет прописки. Нужно с собой отдельную бумаженцию носить, чтобы показать, где ты прописан. Если так, предъявить паспорт, а потом понять, откуда ты. Это важно. Так вот, там русские и украинские варианты. От них нужно избавляться и отказываться, говорит Кремень. Знаете, это, конечно, очень интересный поворот, особенно ввиду вот этой дискуссии, которая была на этой неделе по паспортам российским. Брать их, не брать их, нужны они, не нужны. То есть и твой российский паспорт, вот мы к этому идем, если понимать и делать определенные выводы, что отдельные территории, условно, я просто моделирую ситуацию, Украина сейчас оккупированные, будут освобождены не скоро, не скоро, но будут, но не скоро, то к тому моменту, когда они будут освобождены, у человека, сумевшего сохранить как второй или как единственный, что, наверное, мало реально, но все равно будут такие люди, украинский паспорт, он уже будет недействительный. Мы вот к этому поднимаем эту дискуссию. И это тоже возможность некой сегрегации и, соответственно, деления людей на разные сорта. Это первый момент. Второй момент – это то, что фактически все люди, которые сейчас старше 50 лет,
реально. Ну, это треть населения Украины, если не больше. Они имеют именно синие книжечки, как я вот, например, вот в 45 лет я поменял последнюю фотографию, вот, и, соответственно, это уже пожизненная замена, уже там не предвидится замена. Вот. Но существует же и определенная коррупционная составляющая. Вы же понимаете, какое количество надо напечатать новых документов, какая это копейка обходится, и сколько из этих копеек вот, пойдут в левые карманы на этом печатании. Вот. Любая подобного рода бумажная реформа, любая подобная инициатива, переименование городов, замена паспортов и так далее, это большая радость для чиновников. Это большая радость для чиновников, потому что это миллионы государственных денег, которые оседают в карманах и которые позволяют фактически на этом создавать огромное состояние. Вот, потому что вот эта вот, кажется, ничего не значащая бюрократия, она является одним из элементов коррупции. И это, сказал не я, это в свое время еще во времена Павла Ивановича Лазаренко было известно, когда на создании 2 районов в Днепропетровской области в начале 90-х годов вот, просто-напросто, что называется, потратили из государственного бюджета там, около 20 миллионов долларов в то время. Так, казалось бы, что так мелочь, ничего не значащая, а это новые карты, новые бланки, новые печати, новые таблички, новые там люди, новые учреждения какие-то и так далее, и так далее. Все это стоит денег. И эти деньги обычно вот, прилипают к очень непорядочным рукам. Так что вот инициатива Кремня ровно об этом, а не о желании как-то помочь людям. Кто его напоумил на это уже второй вопрос. Кто этим воспользуется, тоже второй вопрос. Но то, что государственный бюджет от этого чуть-чуть обеднеет, я в этом уверен. Да, Константин Петрович, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо и вам. Спасибо. До свидания. Да, друзья, берегите себя и берегите друг друга. Увидимся обязательно. Подписывайтесь. До скорого.